Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Сегодня у меня есть две идеи, какую сборку хочу вам показать. Первое, это то, как играю сейчас на магах. Ну, такой, знаете, самый, наверное, популярный билд сейчас по магам. И он, скажем так, намного баланснее будет, чем, допустим, там 9 магов, 5 драконов. В общем, спойлерить ничего не буду, поэтому покажу. Это первый билд, который я хочу показать. Второй билд я хочу вам показать синергию кунг-фу через чернокнижников, но в атакующем билде. Это будет довольно-таки интересно и необычно, потому что атакующий билд, ну, не все собирают. Вот реально не все. И если у меня получится реализовать, я вам покажу это все. Если же не получится, то, ну, извиняйте, что ж. Не всегда я могу показать то, что я хочу, потому что игра вертела меня на одном месте зачастую. Так, вот это мы уберем, а то я тут, знаете, на Балтике девяточки катал, так что мне приходилось выставить тех персонажей. Но СФ мне понадобится. В общем, что-то уже панда пришла. Сейчас по-любому придет ему ранее панда. Тут так же самое я вижу, здесь есть шаманы. И духи. Короче, наверное, даже третий билд получится показать. Но я пока не уверен, не буду загадывать, не буду ничего такого делать. Поэтому просто смотрим и просто делаем. Ну, как бы, да. Вот. Так, это мы все скипаем, это нам не надо. Это мы тоже скипнем, нам не надо. Хотя на самом деле со старта армор тоже неплохой. Блин, какие же предметы ужасные падают на самом-то деле. Просто ужасные. Кстати, ребят, наконец-то мы достигли 1000 подписчиков. Поэтому, ребят, всем огромное спасибо, кто меня поддерживал. Огромнейшее спасибо. Надеюсь, вы будете и дальше продолжать меня поддерживать. И будем стремиться к новой цели. Это 5000 подписчиков. И еще раз огромное спасибо каждому из вас, потому что без вас я бы не смог сделать 1000 подписчиков. Огромное спасибо каждому. Вот, вернемся к игре. Сейчас я тут меч не... Блин, я меч пересобрать не могу. Ну и что, брать кристалл жизни плюс 300. Но не, мне это не надо. Это тем более мне не надо. Шмотки, на самом деле, мне не особо удачно выпали. Я скажу, что вот эти вот шмотки, которые мне сейчас выпали, это максимально то, что я бы не хотел, чтобы мне выпало. Но оно выпало, и ладно, спасибо и на этом хотя бы. Окей. Спасибо и на этом. На самом деле, хотелось бы через лустрик поиграть, потому что так я могу максимально быстро инкам себе собрать и тому подобное. Но посмотрим, как оно будет приходить, и уже от этого я буду отталкиваться. Один волшебник есть, поэтому мне нужен еще один волшебник и еще один волшебник. Было бы идеально, если бы не гринта... Ух ты... Не, ну я ТБ возьму. Я ТБ скипать не буду, я его возьму, потому что, ну почему бы и нет. Я даже вот так вот сделаю. Не, ну меч я тебе не отдам. А, вот, точнее меч отдам, все остальное я тебе не отдам. Ага, здесь будут звери. Ага. Не, ну может получится и на ТБшке сыграть, потому что ТБшка ранее пришел. Обычно он рано не приходит. Я пока уберу одного волшебника, хотя на самом деле пусть лучше будет. Или уберу. Ладно, уберу, пока так оставлю. Посмотрим. Посмотрим сейчас, как оно будет приходить. Я надеюсь, мне две двойки придут уже пораньше. Но если все-таки решу немножечко другой билд, то, соответственно, нужно будет что-то придумывать. Пока не совсем понятно, не совсем ясно. Тут я проиграл, потому что у чувака механизмов. Баф. Баф механизмов намного сильнее, чем мой билд. Ну ладно. Не так уж сильно и хотелось, как говорится. Так, ладно. Мне на самом деле реально лучше всего на лустрик сейчас выйти. Банша. И Банша пришла со старта. О! О! Билд кунг-фу. Да. Не очень радостные новости для меня. Не очень. Я бы сказал, максимально не очень. Ладно, здесь я более чем уверен, что будут шаманы, поэтому мой билд, тот, который я хочу вам показать, он не особо зайдет. Поэтому что? Правильно, я сейчас перестроюсь в тот билд, который говорил до этого. Блин, у меня 6 монет, 6 раунд. Я бы такое, чтобы выйти в 10 монет уже пораньше. Короче, похоже, не получится у меня ни один, ни второй билд показать, потому что здесь есть шаманы. Я более чем уверен, что шаманы будут очень рано. Вот я почему-то этого уверен.
Не знаю почему, но чуйка у меня такая. А вот то, что мне ТБ пришло, это, конечно, хорошо. ТБшка есть, значит, ТБшку можно реализовать, и поэтому будем играть через ТБшку. Демонов я поставил. К сожалению, на винстрике, как я вижу, я уже не выкачусь. К сожалению. Поэтому, скорее всего, придется мне сейчас лустрик выставлять. И играть через лустрик. Пинча мне, конечно, не приходит, обидно, но ладно. Ничего такого. Это не прям шоу, прям капец-капец. Ну, в принципе, пойдет. Ну, пока что ТБ слабоват, поэтому я не буду его переделывать. То есть я думал такое, что можно было бы выставить... Ну, ему шмотки дать, но у меня просто сейчас БХ намного сильнее. Боже, ну, ребят, не подумайте, что я там, знаете, пару фраз сказал по поводу 1000 подписчиков, но я на самом деле очень рад. Поэтому всем огромное спасибо еще раз. И, кстати, у нас есть телеграм-канал. Я ссылочку оставлю в нем в комментариях. Он вот закрепленный. Поэтому присоединяйтесь к нам. Я там пишу по поводу стримов, видосов. Плюс всякую информацию по игре. Как-то так. Присоединяйтесь к нам. У нас еще чат комьюнити есть. И гриттеры, и панды. Ну, гриттер, конечно, хотелось бы. Ладно, на самом деле я сейчас буду выходить уже в большую сумму денег. Можно было бы и на гридерах сыграть. Просто понимаете, здесь сейчас вот воины есть. Вот воины, вот они, вот. Есть еще кунг-фу, которое я тоже не люблю. И это довольно-таки тяжело будет против них играть, поэтому, скорее всего, я сейчас через лустрик встану. Уберу, наверное, Эма. Хотя нет, наверное, я оставлю Эма все-таки. Я, наверное, уберу... Инчу. Хотя инча мне на самом деле нужна. Хоть и не супер критично, но она нужна. И я выйду в 20 монет, короче, уже. Уже заранее определился, поэтому в 20 монет выхожу. Ну, как бы так, да. Чуть-чуть не повезло мне, конечно, со старта, но ничего страшного, ну, такое бывает. Не всегда же будет вести. Вот я надеюсь, что я сейчас, конечно, проиграю, но, скорее всего, я выиграю. Да. Знаете, как назло, вот когда БХ у противника, а точнее наоборот, когда я играю на БХ, и когда мне не надо, он кидает в самых лоу хпшных персонажей, которые только можно придумать. Только, знаете, вот мне нужно, чтобы я проиграл, он кидает в нужного персонажа, у которого максимальное количество хп, и это прям... За что? Ну вот объясните, за что такая удача? Вот и я не знаю, за что. Напишите в комментариях, у кого такое было, когда у вас есть один персонаж точечный, который закидывает свой скилл, там, Вайпер, БХ, вот это, который сюрикены кидает. Когда он кидает в самого лоу хпшного персонажа, которого вообще не надо трогать, уже он сам умрет, грубо говоря, от одного вздоха, одного дуновения ветра, короче. От любого, короче, действия он умирает. А тут у вас такой БХ, либо Вайпер такой, ну, у меня скилл откатился, да. Да. Ну-ка, напишите в комменты, у кого такое было. И насколько вас сильно это бесит. Потому что меня... Ну, довольно-таки сильно это бесит. И Огр, который закинул в ТБшку скилл. Спасибо, дорогой мой. Боже, спасибо тебе. Ты такой классный. Не, ну пока неплохо приходит, если честно. Но не идеально. У меня уже 79 хп, и это на самом деле у меня проблема. Я трентуху продам, чтобы выйти. Я ничего апнул, я задание выполнил. И на самом-то деле я, наверное, вместо АЭМа поставлю вот этого чубзика. И, наверное, я сразу перекую этот меч, потому что он мне не нужен. Талисман пусть будет. Вот, Дискорд... Не, Дискорд еще нормально. Я что-то подумал, что... А не важно, что я подумал. Кстати, у меня баф полуорков, поэтому, скорее всего, сейчас я буду их станить. Я что-то вообще упустил этот момент, что у меня баф полуорков. Так, только закасит скилл хила. Молодец. У меня только что на мгновение показалось, что я думал, что он не закаслит скилл. Показалось на мгновение. Чё? Я уже заговорился. Просто понервничал. Ну ничего, бывает. У меня 31 монетка на 10 раунде и 79 хп, при том всем, что я не на лустрике. Можно считать, что это идеальный инкам. В принципе, я уже... Берем. В принципе, я могу уже на лустрик как бы не выходить. Хотя на самом деле тут сборки намного сильнее, чем у меня.
И я бы такое, чтобы взять и перестроиться в лустрик. Но нужно ли это делать? Я сейчас по одному раунду, наверное, посмотрю. И от этого уже оттолкнусь. Потому что есть у меня подозрение, что мне этого делать не стоит сейчас. У меня как бы есть 2 жреца. Я бы мог их выставить, потому что стол у меня, ну извините, вообще не айс. Ни о чемный, я бы сказал. Короче, сейчас посмотрю по этому раунду. Гвард. Юа. Похоже, подписчик. Если подписчик, это круто. Да, похоже, я не буду вставать в фуллстрик, потому что, скорее всего, я выиграю раунды. Ладно, я забираю свои слова. Здорово. Я тебе вчера писал коммент, оставил, что пью за твои 1000 подписчиков. Так, сейчас я на лустрик выйду, а потом уже поотвечаю ему. Секунду. Секундочку. Так, подождите, что-то лустриком тут не будет пахнуть. Вот так вот сейчас сделаю. Вот. Вот. Привет, привет. Большое спасибо. Я снимаю. Отвечать не могу. Вот это, конечно, наваждение гонит. Я ему отписал сообщение, потому что, чтобы он не обиделся вдруг чего. Я все-таки своих подписчиков уважаю, поэтому я отвечаю на все сообщения, на все комментарии. Как-то так. Но еще раз огромное спасибо всем, кто меня поддержит. Ну, кстати, сейчас мне нормально так по чердаку прилетело. Я бы сказал, даже очень сильно прилетело. Можно было бы сейчас выставить... Ну, можно подешевле, конечно, сделать своих ребят. Играть немножечко по-другому. Ну, что-то мне кажется, что такая себе будет идея, если сейчас выставлю по-другому чувачков. Я сейчас не покупал Гранд Геральда, потому что я хочу, чтобы у меня был Грим Тач, и я надеюсь, все-таки мне SF еще придет. Мне очень сильно нужен SF в моем билде, но он что-то пока что не приходит. И на 7 уровне я буду ролиться, пока не наролю себе ТБшку в 2. Как-то так. Поэтому 7 уровень, ТБшка в 2, и все замечательно, все прекрасно. Вот как раз и посмотрим, насколько он будет тащить, вот знаете, в самой такой, ну, не очень приятной игре для меня. Хотя бы парочку уничтожь, пожалуйста. По-братски, парочку. Еще вот Тинкера убей. Ой, хорош. Ой, какой ты молодец, боже, ты сделал все, как я хотел. Давай еще. Нет, ну еще. Еще одного. Ой, какой хороший. Еще одного. Да не того. Вот если бы он сейчас хинул вот этого лоу хпшного, он бы его забрал. Почему? Ладно. О, наныл. ТБ в 2. Вот это вот сильно на самом-то деле. Поэтому сейчас что делаем? Правильно. Делаем вот такую расстановочку. Или нет, зачем мне такую расстановку? Я просто отдаю сейчас предметы в ТБ. Этого ставлю так. Вот. Этого персонажа я чуть назад поставлю, потому что если он прыгнет вместе сейчас... Потому что если он сейчас прыгнет, допустим, сюда, а здесь будет вот этот вот жрец, да, то он перевоплотит этого жреца, а не того, кого мне не надо. Вот он сейчас Инчу перевоплотил, и мне шикарно. Мне шикарно. Ну, вот это вот суммонер, просто змеек. Боже, как это бесит. Умри. Чего я так бешусь? Потому что он сейчас может просто по минус миллион мне будет давать. Минус 13 в лицо. Очень здорово. Очень здорово, очень вкусно. Всем рекомендую. Это плохо. Так. Этого я удалил. Этого поставлю. Не, ну в принципе... Не, ну все равно, это было очень сильно мне по лицу так далее. Я аж прям... Пришел в себя, так сказать. Так сказать, пришел в себя. Да. Ладно, сейчас посмотрим, как оно еще дальше будет. На самом деле, я пока что через жрецов-то играю. Лустрик, все окей. Но все равно еще все не очень. Потому что у меня, во-первых, шмотки не очень. Я изначально планировал вообще на другом билде играть, но так как я понимаю, что здесь будет, скорее всего, шаманы, мне реально не хочется вот играть сейчас на вот сборке, который говорил со старта. Это
волшебники, плюс 9 магов по новому билду. Хотя пришел лондруид. Но мне ТБ в двойку пришел, поэтому, в принципе, я как бы особо ничего не теряю. На самом деле, я думаю, что, скорее всего, уже нужно будет выставлять волшебников. Скорее всего, сейчас нужно уже будет выставлять волшебников. А нужно это будет по той лишь причине, что у меня довольно-таки... О, наныл. Наныл. А, так, о чем это я? Скорее всего, нужно будет выставить волшебников. Может убрать человечка. Нет, я вот этого уберу. Да, отлично. Вот. Скорее всего, придется мне купить какого-нибудь другого волшебника по той лишь причине, что у меня может этот гримтач переходить просто миллион лет. И для меня это на самом деле будет не очень. А когда я выставлю сейчас другого волшебника, я смогу баф ведьмаков выставить, тем самым сэкономя себе хп, время, нервы, так как я буду намного меньше получать по лицу. И плюс ману не буду регенить противнику своему. Вот один из плюсов. Сейчас я, конечно, там по чуть-чуть получаю. Но, не, ну в принципе, не, ну мне ж не нужен жрец. Жрец это так. Ну, чисто побаловаться. Надо, наверное, какое-то усиление и выставиться, да? На самом деле, я рассчитан на то, что гримтач придет в скором времени. Ладно. Выставим пока так. Блин. Я сейчас буду ролиться, пока не найду тех персонажей, которые мне надо. На самом деле, кстати, Discord не будет работать, если у вас будут ведьмаки фолловые. Я сейчас объясню почему. Ну давай. Ну не подведи. Отлично. Так, подожди, 2. Так, 3, так, 4. Так, в тройку мы апнули одного. Тебя продадим. Все, я сейчас сделал себе фуловых ведьмаков. Теперь я могу вот этот предмет скипнуть один. Там мана плюс 40 как раз должна была быть. Вроде бы я видел. Да, мана плюс 40. У меня сейчас будет инкастово, конечно, ТБ перевоплощаться. Но на самом деле мне нужно, чтобы инкастово кастовал вот этот вот челик. Когда он будет инкастово кастовать, все будет намного проще. Так, и еще один момент, который я хотел сделать. Сейчас, секунду, надо подумать, ребят. Секундочку. Как все это сделать? У меня, в принципе, сейчас очень сильный стол. У меня есть инча, тройка, да, поэтому у меня сейчас совершенно скоро будет, вот, ну как совершенно скоро, уже будет у меня ТБ в троечку появляться, поэтому, скорее всего, сейчас мне придется, наверное, брать уровень или апаться. Апаться, наверное, апаться. Или брать уровень. 10% шанс, что придет. Сейчас, в принципе, я уже должен немножечко побеждать, хотя есть у меня некие сомнения на этот счет. Мне нужен гримтач. Для этого мне нужен 8 уровень, наверное. Хотя и если мне ТБ сейчас тройку придет, то в принципе будет все шикарно. Я с таким столом буду вывозить. И посмотрите, какой охотник жесткий. Интересный билд сделал. Реально интересно. Без рофлов. Сейчас посмотрим, если буду выносить его хорошо, то будет четко. Ай-яй-яй, не того, кого надо, ТБ перевоплотил. Ой-ой-ой. Это плохо. Да, я проиграл из-за этого. Очень плохо. Еще ему так классно повезло. У него все только что начали нормально стрелять. Я, когда обычно играю, у меня так не стреляют челы. О, кстати, рок войны. Я возьму его. Возьму, пусть у меня лондруид бьет как можно сильнее. А кого он перевоплотил? Вот кого. Это плохо. Плохо, что ТБ не того, кого надо, перевоплотил. Ладно, надо 8 взять. Потому что на 8 уровне я смогу нормально лондруида наролить. Но мне нужен еще вот этот вот чувак. Именно гримтач мне нужен. Мне не нужен Грангерет, мне нужен именно гримтач. Так, 4 банки хп, у меня 33 хп. Юзаем. 33, я, получается, 16 хп восстановил. Не очень много-то, конечно, но тоже неплохо. Восстановить 16 хп, это тоже неплохо.
Поставлю тебя, значит, еще так. Вау. Все предметы хороши на самом-то деле. Если тут... Не, ну маг тут не намечается, как я вижу. Тэппи тоже... Не, я взгляд Азеса возьму все-таки. Взгляд Азеса намного будет прям мощнее, как по мне. Броня или 40 маны. Я на самом деле хочу, наверное, 40 маны взять. Чтобы ТБ моментально перевоплощался. Хотя, наверное, тогда я вот этот вот предмет скипну. Класс. Везение на максимум получается. Уклонение 25%, мне кажется, намного будет мощнее. Поэтому я оставляю его. Так, SF, я, наверное, его за спину поставлю немножко. Вот этого SF. Потому что, мне кажется, он не успеет закастить, так как там довольно-таки сильные персонажи у противников. Уже. Ну, как-то такую расстановку, наверное, сделаю. Вот так вот еще. Грангиральда нужно будет продать максимально быстро. Все, 8 уровень. Я сейчас буду просто апаться, апгрейдиться. И мне нужно как можно быстрее это все сделать. Если я сейчас буду тянуть, то меня, скорее всего, порвут. Так, все, уже я этого чувака нормально бью. Посмотри просто, как Мишка бьет. Боже, какой рок войны имбовый. Очень классный предмет, всем рекомендую на суммонеров его брать. Хочу как-то записать видос суммонеров, но у меня просто не получается. Так, я себе сделал 4 зверя еще сверху. Отлично. Чуть-чуть отхила. Поэтому я оставлю пока так. Мне кажется, так намного будет сильнее, чем... Ну, у меня SF он 1300 урона нанес. Магического там вообще копейки. Поэтому да, я, наверное, так и сделаю. Я поставлю сейчас 4 зверя, это плюс 30% урона, и как раз для меня это топчик будет. Плюс вот этот предмет, кто вдруг не знал, взгляд Азеса работает на все ваши скиллы. То есть, допустим, если вы вкинули его в Разора, и Разора закастует свой скилл, то, соответственно, все будут под этим дебафом и замедлением. Это очень сильный предмет. Зачем так сделали, мне немножко непонятно, но ладно. У меня же ведьмаки, чего они так ману восстанавливают? Я что-то немножко не понимаю немного. Каким образом он... у меня нет фуловых ведьмаков, и я-то думаю, что такое происходит. Фуловых ведьмаков нет. Вот этот, ну дурак, да? На каком раунде, боже, я вспомнил об этом? Обалдеть. Вспомнил это спустя 1000 лет. Так, ну, тогда пока ты гуляй. Ну и ничего, тоже гуляй. Сорянчики, ребята. Меня там, кстати, в комментариях задавали вопрос, почему я сразу не апаю ТБ, допустим, там, ну, сейчас не объединил. Смотрите, когда вы соберете 4 фигурки, выпадет вам 2 яйца. Тем самым вы сможете сделать себе фигурку сразу в тройку. Это первый момент. И второй момент, почему я, допустим, 5 фигур держу. Одну могу, ну, апнуть. Да, тут немножко косяк, на самом деле такое нужно пресекать, и нужно апать сразу себе его уже в двоечку, а после этого собирать другое. Тут я полностью согласен. Тут мой косяк. Когда у вас 5 фигур, то одну вы можете, в принципе, уже объединить. Нет смысла как бы держать, думать о нем. Вот 4 ТБ у меня уже. АМ в двоечку пришел, отлично. Так, Фура, я тебя пока скипну, ты мне все равно не особо нужен. Так, вот этот предмет максимально плохой. Мне он не нравится максимально. Кому нравится, сочувствую, конечно, но... Так, магический урон не работает, помним, да? Магический урон нам не работает, он нам не нужен. SF бьет чистым уроном, и Дискорд, если что, не апает урон ему. Поэтому будьте с этим внимательны. Вдруг кто об этом не знал, как бы просвещаю. Поэтому, короче, будьте просто внимательны. Я об этом раньше сам как-то не задумывался, а потом понял, зачем SF нужен Дискорд, когда он бьет чистым уроном. Вот, а я об этом как-то давно не задумывался, а тут такой... Чё же, действительно? Он же не бьет. Он же не бьет магией, он бьет чистым уроном. Для меня это было открытие небольшое, поэтому... Не накосящие, как я, грубо говоря. Так, мне нужно еще 2 ТБшки, и все будет отлично, тогда возьму уровень. Я поставлю себе в плюс... Одного зверя, у меня будет какой-никакой отхил, и я, наверное, еще поставлю чернокнижника, чтобы у меня было 4 чернокнижника, 4 зверя. По-моему, так, да, 4 зверя, и вообще все шикарно. Так, уклонение мы скипаем, берем молот. Молот, отличный предмет. Сюда. Что у нас выпало? Винтовка, обезоружь. Я возьму обезоружь. Обезоружь это топ предмет.
На всех... Опа, спасибо. Я сейчас объясню, почему мне нужен был так гримтач, и почему я рвался, чтобы он пришел. Сейчас. Одно мгновение, ребят. Блин, Блин. Да ты что? Так, все, в принципе, отлично. Мне просто... Ты что, прикалывался? У него места нет? Да блин, ты что, серьезно? Мне просто... Ладно. Жалко, что я сиденье, конечно, сролил, но я думаю, что я только в плюс себе сделал. В принципе, я уже... Ну, у меня много хлама, кстати, я бы это все заменил, но просто все шмотки мне сейчас нужны. И, скорее всего, я заменю, наверное, я уберу персик. Скорее всего, наверное, так и стоит сделать. Мне надо, наверное, убрать персик. Талисман на уклонение. И молнии, наверное, скип. Ну, хотя молнии дают 15% скорости атаки. Но это просто мало очень. Очень мало. Да, скипну. О, какой же шикарный предмет мне упал со старта. Боже. Ребята, это топ. Вот этот предмет, это просто топ. Это топ за свои деньги. Так, обезоружь сюда. Ну давай уже, раз я сролился. Спасибо. Короче, так как я уже сролился, я буду сроливаться до конца. Может, мне сейчас СФ в тройку придет и так далее. Плюс у меня винстрик, плюс то, все. Короче, вот чтобы вы понимали, рефреш, когда так приходит, это просто идеальный предмет. Если бы мне сейчас еще ТБ в тройку пришел, это просто было бы вообще песня. У меня сейчас половина народа здесь будет в тройку. Ну, точнее, у меня будет ТБ все со шмотками. У меня будет куча ТБ, сейчас куча урона. Но я бы хотел, чтобы СФ все-таки успел закаститься. Есть у меня такое желание, чтобы СФ закастился. Кстати, мне нужен лундруид еще в тройку, чтобы вообще песня была. Ну, кстати, не успел у меня челик закаститься, это очень плохо. Потому что мне могут сейчас порвать лицо. Вот надо сейчас перестановку немножко сделать все-таки. Я считаю, что нужно сделать перестановку. Потому что мне нужно, чтобы СФ закастил по-любому. И, наверное, я сейчас буду дальше инкам набирать. Если СФ... Вот даже, знаете, вот так я сделаю. Потому что Мишка призывается сразу. Вот. А ТБ прыгает туда, и он сразу двоих перевоплотит. Все отлично. Он не должен СФ сейчас тронуть. СФ он сейчас не должен тронуть. Хорошо. На самом деле можно СФ чуть-чуть назад поставить. Так, 9 охотников у тебя. Они все справа. А вот это плохо, что они все справа у тебя. Аж ну зачухался. Сейчас просто ТБ может прыгнуть и перевоплотить мне СФ. А мне нужно, чтобы СФ кастовал. Кстати, откинули, посмотрите, как сильно. Но это ему не помогло. Это ему не помогло. ТБ, ой, ТБ, Дум. На самом деле, мифриловые доспехи снова. На самом деле, у меня этот не успевает кастовать. Зачем оно мне надо? Вот так уж сделаю. Берем. Так. Мана плюс 40. Надо. Я это SF дам. У меня все-таки есть рефреш. И я думаю, что у меня стычки. Он сразу восстановит всю себе ману. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Мне бы хотелось в это верить. И 9 уровень я пока брать не буду. Мне и так нормально. На самом деле, я сейчас понимаю о том... Ух ты, синергия Кира. Вот это вот сильно. Там Свен, синергия Кира, у него 1000 урона, он скилл... А, у него... А чего так мало урона? Непонятно чего, но у него очень мало урона. И все-таки хорошо, что я сделал ведьмаков себе, потому что если бы у меня не было ведьмаков, то было бы очень плохо для меня. Кстати, спасибо, у меня СФ в тройку пришел. Так. К чему это я? Вот. Если бы у меня не было ведьмаков, то, скорее всего, я бы очень сильно получал по лицу. Потому что
как бы 9 воинов меня бы разбирали. Хотя, если бы я сделал 9 магов и сделал при этом 9 магов через волшебников, через... Не, но все равно он бы там шарбезы накинул, что-то еще. Я бы просто в него убивался. Вот видите, у него есть вот этот предмет, плюс бы он шарбезы накинул. Ну, короче, такое себе, если честно. Но насколько вот, я показываю, насколько балансная игра, когда ты просто собираешь себе ТБшку и кайфуешь от игры. Все, ну тебе больше сейчас особо ничего не надо. У меня все предметы почти упали, которые я хотел. Мне бы сейчас еще там, знаете, МКБ какой-то упало бы. Башер даже упал. Вот Башер это очень сильный предмет. Я даже не знаю, я хочу, наверное, Обезоруш отдать. Кому, правда, не знаю. Ну, давай тебе. Это жестко. Немножко да. Вот. Я бы хочу, чтобы у меня SF 100% закастил. Мне нужно, чтобы он 100% закастил. Это слишком много урона. Слишком много урона. Поэтому я его сюда ставлю. На самом деле можно было бы чуть-чуть по-другому даже поставить. И было бы вообще четко. Только надо подумать сейчас, как бы сделать все еще получше. Мне на самом деле нужен еще один уровень. Шкатулка. Да, бесполезный предмет, он не нужен, он не работает на чистый урон. Его закинул сейчас, но он мне ничего не даст. Он как бы понижает сопротивление, но он мне не дает. Так, 4 человека через рефрешер. Подожди, 3. Ай-яй-яй. Сейчас может не свапнуть, кого надо мне. Долго, конечно, перевоплощал. Ну ладно. Просто посмотрите, как это разваливает. Это очень балансная синергия. Тут, знаете, даже проблема в том, что это такой герой просто. Если бы ты не был таким героем, то было бы все по-другому. Герой слишком сломанный. Вот реально герой слишком сломанный. Плюс у меня SF тройку. Слишком сломанный герой, вот этот вот ТБ. Это единственный герой, который делает 5 керри. Ну, это не здраво. Вот, честное слово, это не здраво. Джаггер в тройку. И Свен. Просто посмотрите, какой Свен. Это пятерка, легендарка. Свен. С такими шмотками, под синергией Киры. И просто посмотрите, что сейчас с ним будет. Его просто будет сейчас месить 5 ТБ. Вот. Смотрим на этого Свена. У него замедление просто триллион. Он даже не успеет, ну, может не биться. У него 2,5... У него 2,5 секунды скорость атаки. Это же бред. О, змейка. Я возьму сейчас уровень. Вот сейчас покажу. Еще один прикол. У меня сейчас вот 4 зверя. Ведьмаки. Отхил небольшой. Я сейчас полностью даже сролюсь, потому что мне не надо. Мог бы МК поставить. О, обалдеть. Под заказ, да? 2 ЛД прилетело. Сильно. А что, можно мне придет туда? О, яйцо. Мне тогда нужно еще одно яйцо. Я через яйцо этого, а потом этого. Это очень сильно. Типа... Нездраво и очень сильно. Нездоровая тема. Просто посмотрите, насколько я разваливаю. А еще, кстати, я хочу один момент сказать. Я о нем не говорил. По поводу SF чуть-чуть. Просто надо сказать об этом обязательно. Опа, спасибо. Смотрите, оп, яйцо сюда, оп, сюда. Все, теперь можно сделать так, смотрите. Гримтач пусть стоит тут. Вообще без разницы. Эти вдвоем прыгают, перевоплощаются рядышком. Можно было бы, чтобы еще и SF перевоплощался, но я же говорю, SF мне нужен. Короче, сейчас, почему мне нужен вот так SF, отвечу сразу на этот вопрос. Подождите, сейчас надо подумать. Сюда вот так вот поставлю, а этого сюда вот так вот поставлю. И, в принципе, нет, это импакт есть от тебя все-таки. А вот от тебя не особо есть импакт от змейки. Вот. Почему нужен так SF? Смотрите, у меня 5 демонов. И чем за каждого демона дает плюс 1 волна. И посмотрите сейчас, как SF закастует и сколько урона он нанесет. Если, конечно, сейчас не умрет. Оп! Просто 5600 урона со старта, просто с одной способности. Это нездоровая тема. Все. Просто минус 24 на лицо. И, очень сложный герой. Мне, конечно, повезло, то, что мне рефрешер выпал со старта, но все равно.
Это нездоровая тема. Это супер сломанный герой, которого нужно нерфить. И с такими предметами, с такой ситуацией вы можете просто выносить все и вся. Да, мне неплохо повезло то, что ТБшка пришел, все дела, но вы видели, какой у меня был старт. Он не идеальный. Но, тем не менее, просто на 7 уровне нашел его в двойку. Собрал парочку персонажей и просто начал выносить все и вся. На 9 уровне вы собираете такую синергию, на 10 вы докидываете еще одного чернокнижника, либо же там убираете зверей, докидываете троллей. Короче, как вам удобно, так вы и делаете. Либо же еще одного демона, чтобы еще сильнее кастовал. Суть в том, как играть на такой вот баночке, да, я называю это синергия Балтика девяточки, потому что думать не надо, ничего не надо. Взял его, в двойку собрал, в тройку собрал рефрешер, пару это, все, он играет за тебя. Это как кунг-фу, только тут покрепче, понимаете? Тут 5 керри персонажей. Если в кунг-фу 1, то тут 5. Это нездоровая тема, я считаю, поэтому этого персонажа нужно фиксить 100%. По поводу SF я уже сказал, чем больше демонов, тем больше волн, на него дискорд не нужен ни в коем случае. Когда вы выставили синергию ведьмаков, он понижает сопротивление, а вы уже бьете чистым уроном, поэтому, ну, сами поймите, он вам не нужен. Думаю, все такие тонкости я рассказал, показал вам, насколько это снова балансная синергия. Какой старт у меня был не очень, но все равно как-то так. А так, ребят, всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте оставить свой лайк, комментарий, а кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. Идем к 5000. Всем спасибо, всем удачи.